Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Артишок. Сегодня предлагаю посетить выставку испанской художницы, жившей и работавшей в Мексике, Remedios Varo, под названием «Нарушение реального», которая проходит в Музее современного искусства в Мехико. Возможно, кто-то уже с ней знаком. Для меня же это стало настоящим открытием довольно в зрелом возрасте. Remedios Varo была художницей-сюрреалистом, писателем и художником испанской графики. Она была одной из первых женщин, обучавшихся в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде. В 1932 году она поселилась в Барселоне, где работала дизайнером рекламы, присоединившись к группе каталонских сюрреалистов Логика Фабиста. В 1937 году она отправилась в Париж с французским поэтом-сюрреалистом Бенжамином Пере, а в 1941 году с приходом нацистов во французскую столицу уехала в изгнание в Мексику и так и не вернулась в Испанию до конца своей жизни. Remedios Varo считается художницей-алхимиком, посвятившей себя воплощению в жизнь миров, которые в ее картинах возникают из сказок бессознательного. Работы художницы обширны и сложны, с характерным и легко узнаваемым стилем. В ее творчестве раскрывается разнообразие символов, метафор и смыслов. Музей современного искусства хранит в своем архиве коллекцию из 39 работ, которые в связи с их актуальностью были объявлены памятником искусства. Многие ее картины находятся в частных коллекциях и в самых престижных музеях мира. Например, эту картину я увидела в Нью-Йорке в знаменитом МоМА. Также слышала, что поп-певица Мадонна является ее фанатом и приобрела пару картин. Работы Варро показывают нам параллельный мир, возникший в ее воображении, где смешано научное, мистическое, эзотерическое и магическое. Remedios Varo – это художница одного поколения с таким всемирно известным художником, как Сальвадор Дали, писавший тоже в стиле сюрреализм. Однако о нем, я уверена, мы все слышали больше. Также в будущем я хочу познакомить вас с еще одной английской художницей Леонор Каррингтон, подругой Remedios, которая тоже оказалась в Мексике и работала в одном стиле. А я, как всегда, благодарю вас за внимание и до новых встреч на Артишок.